сигара, борода и берет. Таким мир знал Фиделя Кастро. Он произнес самую длинную речь в истории ООН и вошел в Книгу рекордов Гиннесса как человек, переживший 638 покушений. Всю жизнь курил сигары и бросил в одночасье. Его называли «Железный Фидель». Его ненавидели и считали богом. Фидель Кастро не раз бывал в Советском Союзе, причем отнюдь не с формальными визитами. Впервые Кастро приехал в СССР весной 1963 года. Приглашение первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева стало примирительным шагом, последовавшим за Карибским кризисом. Тогда, чтобы избежать ядерной войны с Америкой, советское руководство без консультаций с кубинцами приняло решение о вывозе ракет с острова в обмен на уступки со стороны Вашингтона и гарантии ненападения на Кубу. Свидетели тех событий вспоминали, что Кастро, узнав о решении Москвы, был в ярости. Визит Кастро в СССР начался 27 апреля 1963 года. Он прилетел в Мурманск и уже оттуда направился в Москву. В столице Советского Союза кубинскому гостю устроили триумфальную встречу. Сиял советский лидер Никита Хрущев, широко улыбался и второй человек государства Леонид Брежнев, который через год с небольшим стал первым. В аэропорт Шереметьево прибыли также Юрий Гагарин и Герман Титов, придавшие встрече, так сказать, космический оттенок. Кубинскому лидеру устроили беспрецедентную программу. Он побывал на базе подводных лодок в Северодвинске, став единственным в истории главой иностранного государства, который увидел базу советских межконтинентальных баллистических ракет. Также он стал первым иностранцем, поднявшимся на трибуну Мавзолея. Не обошлось и без посещения Большого театра, где Фидель побеседовал с Майей Плисецкой. 1 мая Фидель поднялся на Мавзолей Ленина, чтобы принять участие в традиционном коммунистическом празднике. После военного парада состоялась демонстрация, и тысячи проходящих мимо Мавзолея людей с плакатами и лозунгами приветствовали Фиделя. Кубинец отвечал им широкой улыбкой и взмахами сильных рук. В отменном настроении был и Хрущев. Надо сказать, он вообще относился к Фиделю как к сыну. И, вероятно, расчувствовался до такой степени, что решил наградить Кастро званием Героя Советского Союза. Эту награду вручил ему Брежнев. Но, разумеется, глава Кубы приехал в Москву не только для того, чтобы полюбоваться ее красотами. Его главной целью стали переговоры с Хрущевым, которые проходили в резиденции на Ленинских, ныне Воробьевых горах. В итоге Фиделю было предоставлено вооружение и даны гарантии, что Советский Союз окажет помощь Кубе в случае нападения США. Кроме того, была достигнута договоренность о присутствии на острове Свободы советских войск и военных специалистов. Апофеозом же демонстрации советско-кубинской дружбы стал митинг на стадионе в Лужниках, где собралось более 100 тысяч человек. Своей двухчасовой речью на живом и экспрессивном испанском языке он буквально заворожил аудиторию. Фразы, которые он громогласно бросал в весенний московский воздух, были остры и оточены. Уже тогда он выделялся среди советских лидеров своей открытостью, демократичностью и, самое главное, неистовой уверенностью в правоте своего дела, обостренным чувством независимости. За те 38 дней, что продолжалась поездка Фиделя по СССР, он совершил уникальный марш-бросок от Северодвинска до Самарканда, который и до и после него не делал ни один из иностранных и даже советских лидеров. Волгоград и Мурманск, Ташкент и Братск, Ленинград и Киев. Везде этого живого и непосредственного бородача в очках принимали с такой доброжелательностью и любовью, что Фидель Кастро уже годы спустя вспоминал об удивительном гостеприимстве советского народа. В каждом городе, на каждом предприятии он интересовался работой органов государственной власти, конкретного завода или магазина, пытаясь докопаться до самой глубины проблемы. В Ташкенте Фидель Кастро выразил желание посетить местный универмаг. Ему выдали 5 рублей, чтобы он купил себе какую-нибудь безделушку. Фидель выбрал себе ремень для брюк. На Байкале Фидель гостил у геологов, несколько часов беседуя с ними на самые разные темы. Был в восторге от хариуса, выловленного в главном русском озере.
научился пить водку из бутылки за неимением стаканов. Там же он получил самый необычный подарок. Это был живой медвежонок, которого назвали в честь озера. Вообще Кастро увез из Советского Союза очень много подарков. Это и легковой автомобиль ЗИЛ-111 с открытым кузовом, и ваза с изображением Юрия Гагарина, банки с черной икрой, вина, охотничье ружье МЦ-11 и много чего еще, что вручили ему советские политики. Список огромен. В последующие годы кубинский лидер приезжал в СССР еще несколько раз, но прежнего ажиотажа, увы, уже не было. Его показывали по телевизору, и диктор бесстрастно сообщал: Москву посетил председатель Государственного совета Кубы, товарищ Фидель Кастро Рус.